Здравствуйте, уважаемые любители российского футбола. 27-й тур чемпионата России начался с ничьи между Уралом и Ахматом 1-1. Екатеринбуржцы впервые за 4 года не смогли победить на своем поле в очной игре. Команда Матвеева, Урал, не побеждает на данный момент 3 тура. А вот Ахмат несколько дней назад сыграл в полуфинале Кубка России, где уступил по пенальти клубу ФНЛ Крыльям Советов, который в финале померится силами с Локомотивом. Крылья Советов, кстати, близки к возврату в РПЛ. Зенит разгромил Ротор 6-0. Как же мы хотели, чтобы в высшей лиге появился клуб из города Волгоград, но все идет к тому, что Ротор понизится. Это стало 6-й фиаско к ряду без забитых мячей. Малком и Ерохин записали по голу и голевой передаче. Причем бразильский нападающий отметился в чемпионате во второй раз всего лишь. Зенит увеличил беспроигрышную серию до 6 матчей. Тамбов впервые с октября забил 2 мяча в одной игре, но пропустил в ответ от Локомотива 5 голов. Собственно, последний раз тамбовчане побеждали как раз в октябре Брянская Динамо и Ротор. Крыховик отличился дублем, он же поучаствовал в разгроме ЦСКА в кубковой игре 4 дня назад. Мы посмотрели результаты 3 встреч, в которых отметились 3 поляка. Обязательно отмечаем победную серию железнодорожников, которая состоит из 11 матчей. Лока выиграл все игры 2021 года, а дальше поединок с лидером таблицы. Динамо уступила Химкам на второй добавленной минуте 0-1. Москвичи 3-й раз теряют очки в апреле месяце. Единственный гол на счету Максима Глущенкова. 21-летний полузащитник отличается впервые в сезоне. Добавлю, что Химки обыграли Динамо в первом круге со счетом 1-0. С приходом нового тренера у Уфы появляется характер. Клуб лишь в конце игры упустил ничью Сочи 2-3. Нельзя пройти мимо того, что клубы доигрывали 10-10. Для Сочи это уже стало 7-м удалением. Кристиан Набоо забивает второй тур. В нашем матче на его счету гол плюс пас. Добавлю, Уфа впервые в истории проиграла в очной игре, до этого было 3 ничьи. Ростов переиграл Арсенал 1-0 и добыл первую победу в последних 4 турах. Ростовчане не уступают в очных играх 4 года. На окончательный счет повлияло удаление в составе гостей, после чего Полос забил гол. А в конце Арсенал имел шанс реализовать пенальти, но не справился с этой задачей. Канониры 8-й раз получили красную карточку в текущем сезоне с учетом игр Кубка. Спартак в дерби с минимальным счетом берет реванш у ЦСКА 1-0. Здесь тоже не обошлось без удаления. Армейцы больше часа игрового времени были в меньшинстве. 13-й гол забил швед Джордан Ларсон. Команда хорвата Олича терпит 3-е поражение к ряду. Рубин намеревался взять реванш у Краснодара после поражения в октябре 1-3. Краснодар выиграл впервые за 5 туров. Рубин же прервал свою беспроигрышную серию из 3 туров. Второй матч отмечается игрок сборной России Ионов. На его счету 4 мяча. Расписание следующего тура. 28-я игровая неделя начнется 1 мая играми Ротора и Ахмата, Рубина и Динамо. В этот день ЦСКА сразится с Уфой, а Краснодар с Сочи. 2 мая воскресенье Химки принимают Урал, Ростов, Тамбов, Зенит и Локомотив перед очным матчем поиграли мускулами и закроют 27-й тур Арсенал и Спартак. В списке лучших бомбардиров и ассистентов произошло 3 изменения. Азмун забил 16 голов, на 2 меньше у Дзюбы, Ларсон имеет 13, Соболев отметился 12 раз, Деспотович и Влашич по 11. Неужели появляется интрига среди лучших ассистентов? Сантос и Набоо имеют по 7 результативных передач, Кухарчук и Схимок имеет 6 пасов в таблице. Дистанция между Зенитом и Локомотивом составляет 6 очков. Москвичи могут преподнести интригу, ежели одержат победу в очной игре. В противном случае Питер споет о чемпионстве. Второе место дает право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию. Спартак 3-й, 50 очков. Несколько клубов набрали по 46 очков. Это Рубин, Сочи, ЦСКА, Динамо. Обладатель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы. Обладатель 3-го и 4-го места попадает в Лигу конференции, но все может сместиться, если Кубок России возьмет Локомотив. В середине таблицы Химки, Ростов, Краснодар. Быки за 3 тура до финиша отстают от зоны Еврокубков на 8 очков. Ахмат 11-й, Урал 12-й, Арсенал 13-й, 23 очка. Уфа, Ротор и Тамбов выше 14-го места не поднимутся. Как менялась форма сборных Украины, России, СССР. Смотрите наш прошлый выпуск. Услышимся на спортивном.